Привет, скажи, этот кафе все еще такой же популярный? Привет. Да, людей здесь всегда много. Я давно здесь не была, все так красиво. Согласен, атмосфера очень уютная. Ты часто сюда заходишь, Илья? Я обычно прихожу сюда по выходным. Я вижу, что почти все столики заняты. Да, особенно вечером почти нет мест. А какое здесь твое любимое блюдо? Я люблю их пирожные и черный кофе. Я тоже обожаю местные десерты. Тут подают еще домашние вареники. Конечно, они всегда есть в меню. Это здорово, я очень люблю вареники. А ты знаешь официантку Анну? Нет, я ее не знаю, она давно здесь работает. Да, она работает с самого открытия кафе. Вот почему здесь так хорошее обслуживание. И музыка всегда приятная, не громкая. Действительно, можно спокойно разговаривать. Рядом всегда приятно проводить время. А какое у них самое популярное блюдо? Борщ с пампушками, конечно. Я попробую борщ сегодня. Какой кофе ты обычно берешь? Чаще всего беру капучино. Я тоже люблю капучино. Может, закажем? Хорошая идея. И возьмем пирожные. Спасибо, что советуешь. Здесь очень приятно. Рад, что тебе нравится здесь, Мария. Надеюсь, мы будем чаще встречаться здесь. Обязательно, это наше любимое кафе. Привет, Игорь. Ты опять сегодня опоздал. Доброе утро, Оля. Да, я снова не успел. Почему ты всегда спешишь утром? Я плохо просыпаюсь, будильник не помогает. У меня то же самое. Встаю с трудом. Я ставлю будильник на 7 годину, но встаю в 7:30. Я тоже люблю поспать подольше. Завтрак готовишь дома или покупаешь по дороге? Обычно пью кофе дома, а завтрак в кафе. Я не успеваю даже попить чай. Все делаю в спешке. А почему ты не собираешь вещи с вечера? Я всегда думаю, что с утра будет проще. Но утром всегда мало времени. Я постоянно забываю ключи. Я однажды вышла без телефона. Пришлось вернуться. Хорошо, что ты живешь близко, а мне до работы далеко. Правда? Сколько ты едешь на работу? Около 40 минут на метро. А ты? Мне 10 минут пешком. Тебе повезло. Но все равно опаздываю. Люблю поспать. Может, нам стоит вставать раньше? Я пыталась, но всегда нажимаю кнопку «Еще 5 минут». И я тоже. Так приятно утром немного полежать. Иногда мне снится кофе и завтрак в кровати. Это было бы здорово, может, когда-нибудь. А ты пользуешься приложениями для планирования времени? Нет, я просто делаю список дел на бумаге. Я иногда записываю дела на телефоне, но забываю смотреть. Вот почему мы оба всегда куда-то торопимся. Главное, что утром можно встретиться и поговорить. Да, это хороший повод не спешить и улыбнуться. Давай завтра попробуем выйти раньше вместе. Давай, может, сегодня вечером все подготовим. Привет, Игорь, как у тебя дела? Привет, Анна, все хорошо, а у тебя? У меня тоже хорошо. Ты уже был в магазине? Нет, я все время откладываю покупки. Кажется, я снова забыл купить хлеб. О, я тоже постоянно забываю что-то купить. На прошлой неделе забыла йогурт и яйца. Это так знакомо, я часто забываю молоко.
потом вспоминаю, когда уже дома. Почему мы всегда откладываем покупки, как ты думаешь? Наверное, просто лень выходить из дома. Да, особенно если на улице холодно или идет дождь. Иногда кажется, что все есть, а потом сюрприз. У меня так бывает с картошкой. Думаю, она есть, а потом открываю шкаф и пусто. В прошлом месяце я 3 дня ел только макароны. Макароны– любимая еда всех ленивых людей. Ага. Как часто ты ходишь в магазин, Анна? Обычно раз в неделю. А ты? Я пытаюсь идти 2 раза, но часто забываю. Ты делаешь список продуктов? Иногда, но часто оставляю его дома. У меня то же самое. Список лежит на столе. Может, стоит делать покупки вместе? Хорошая идея. Вместе веселее и не забудем ничего. Правда. К тому же вдвоем легче донести пакеты. Да, и можно поговорить по дороге. Составим список сейчас. Отлично. Нужно купить хлеб, молоко и картошку. Я еще добавлю яйца, яблоки и сыр. Значит, завтра идем вместе за покупками. Договорились, не будем больше откладывать. Супер. В этот раз мы все купим. Привет, Оля. Как у тебя дела сегодня? Привет, Андрей. Все хорошо, но я очень устала. Работа тяжелая. Да, много задач. Трудно отключиться после работы. Я понимаю тебя. У меня также. Ты тоже не можешь расслабиться дома. Да, мысли о работе всегда в голове. Я даже вечером проверяю почту с работы. Иногда телефон тоже не замолкает. Мой начальник всегда пишет после 6. Может, надо отключать телефон на вечер? Я пробовал, но чувствую себя виноватым. А ты отдыхаешь по выходным? Редко. Часто беру работу домой. Мне мама говорит: «Оля, отдыхай больше». Моя жена тоже так говорит. Почему так трудно забыть про работу? Наверное, боимся что-то упустить. Мне кажется, важно находить время для себя. Согласен, хобби помогают немного отвлечься. Ты что-нибудь делаешь после работы для отдыха? Иногда слушаю музыку или гуляю в парке. Хорошая идея. Я люблю читать перед сном. Ты читаешь книги по работе или другие? Только художественные. Это помогает мне забыть офис. Мне бы тоже попробовать читать что-то для души. Может, устроим вечер чтения вместе как-нибудь? Звучит хорошо, это поможет нам расслабиться. Главное, не брать ноутбуки с собой. Согласен, пусть вечером будет только отдых. Спасибо, что поговорил со мной об этом. Спасибо тебе, Оля, с тобой легче делиться. Привет, Алексей. Как твой день прошел? Привет, Ольга. Очень быстро я еле успел пообедать. Правда? Что ты ел на скорую руку? Я купил бургер и чай в этом кафе. Ух ты, вкусно было. Да, бургер хороший, но немного жирный. Я понимаю, я тоже люблю бургеры иногда. Но сегодня я взяла салат и кусок хлеба. Это полезнее, чем бургер. Ты часто так ешь. Когда спешу, да, салат быстро готовится. Я обычно беру пиццу или пирожок на обед. Пирожки очень вкусные. С чем ты их любишь? Больше всего с картошкой или капустой. О, классика. Я тоже такие люблю. А ты добавляешь что-нибудь в салат.
Иногда добавляю курицу или сыр, чтобы было сытно. Звучит вкусно. Здесь в кафе есть хорошие салаты. Да, я пробовала. Особенно нравится салат «Цезарь». Я закажу его в следующий раз. Спасибо за совет. Пожалуйста, мне салаты очень нравятся. А ты ешь супы на обед? Редко, обычно вечером. Супы требуют больше времени. Понимаю, иногда времени совсем нет. Да, работа занимает почти весь день. Что ты обычно пьешь с едой? Чаще всего беру воду или чай без сахара. Я люблю кофе, но только утром. Кофе бодрит, но я предпочитаю травяной чай. Сегодня я купил зеленый чай, было очень вкусно. Хорошо, что в кафе есть выбор напитков. Согласен, здесь уютно и быстро обслуживают. Да, приятно посидеть и поговорить, даже если мало времени. С тобой всегда приятно общаться, Ольга. Привет, Ирина. Как у тебя дела сегодня? Привет, Антон. Все хорошо, а у тебя? Я немного устал. Хочу пораньше пойти домой. Я тоже сегодня устала. Был долгий день на работе. Ты часто задерживаешься в офисе? Да, часто приходится работать допоздна. Иногда хочется просто отдохнуть дома. Мне тоже нравится проводить время дома. Сегодня погода не очень хорошая. Да, на улице прохладно и пасмурно. Дома тепло и уютно. Что ты любишь делать дома вечером? Я люблю пить чай и читать книги. А ты, Антон? Я смотрю фильмы или слушаю музыку. Иногда готовлю что-то вкусное. Здорово! Я сегодня хочу приготовить борщ. О, я тоже люблю борщ. Это очень вкусно. Ты часто ужинаешь дома. Стараюсь чаще ужинать дома, когда есть время. Сегодня я уйду с работы пораньше. Нужно немного отдохнуть. Я тоже думаю уйти пораньше сегодня. Хочу посмотреть новый сериал. Будет приятно прийти домой до темноты. Ты живешь далеко от офиса? Нет, я добираюсь домой за 20 минут. Мне нужно ехать на метро 30 минут. Это не так уж и долго. Да, особенно если слушать музыку. Тогда давай сегодня оба уйдем пораньше. Отличная идея, Ирина. Договорились, Антон? Привет, Андрей. Как прошел твой день? Привет, Марина. День был хороший, немного уставший. Я тоже устала. У меня есть свои вечерние ритуалы. Интересно, какие у тебя ритуалы перед сном? Я люблю заварить чай с мятой и читать книгу. А ты? Есть что-то особенное вечером? Да, я всегда смотрю новости по телевизору. После этого стараюсь немного гулять по квартире. Здорово. Я обычно слушаю тихую музыку. А какую музыку ты предпочитаешь вечером? Люблю джаз или легкую классику. Они меня успокаивают. Мне тоже нравится классика. Чай пить – хорошая идея. У меня целая коллекция разных чаев. Хочешь попробовать? С удовольствием. Я редко пью чай перед сном. Некоторые говорят, что чай поможет уснуть. Я обычно пью кефир. Это традиция у нас дома. Интересно, моя бабушка тоже всегда пила кефир. После кефира я иногда читаю немного или слушаю радио. А я пишу пару строк в дневнике. Это помогает мне думать. Ты ведешь дневник каждый день? Почти каждый. Так я лучше понимаю себя. Мне надо попробовать. Может, тоже начну писать.
Попробуй. Это несложно и очень полезно. Еще я вечером глажу кота. Он любит наш вечерний ритуал. У тебя есть кот, как его зовут? Его зовут Барсик. Он пушистый и добрый. Я люблю кошек. Может быть, однажды познакомлюсь с Барсиком. Обязательно. Коты делают вечера уютнее. Да, уют – это главное вечером. Согласен. Хорошие ритуалы – залог спокойного сна. Спасибо за приятный разговор, Андрей. Спасибо, Марина. Спокойной ночи. Оля, почему твоя сумка всегда такая тяжелая? Не знаю, Коля, мне всегда нужно много вещей. И у меня тяжелая сумка. Спина болит каждый день. Что ты носишь с собой? Ноутбук, книги, бутерброды, вода, зарядка. Понятно. У меня тоже много книг и тетрадей. Ты учишься вечером на курсах. Да, я хожу на курсы английского языка. Мне нужно брать учебники и словарь. А у меня работа, документы, ноутбук, ланч. Еще я всегда беру зонт. В Москве может идти дождь. У меня тоже зонт в рюкзаке на всякий случай. Девочки говорят, что я все таскаю с собой. Мои друзья смеются. Ты что, путешествуешь? Но мне спокойнее, когда все нужное под рукой. Я согласен. Без воды и еды мне тяжело. А косметичка обязательно. У меня нет косметички, зато есть термос с чаем. Я тоже люблю чай, но термос слишком тяжелый. Может, нам купить маленькие сумки? Я пробовала, но потом все равно беру большую. Да, мне тоже не хватает места в маленьком рюкзаке. А если оставить лишнее дома? Я всегда думаю, что вдруг что-то понадобится. И я так думаю, особенно в метро или на улице. В метро иногда тесно, большая сумка мешает. Я часто задеваю людей, мне неловко. Давай завтра попробуем взять меньше вещей. Давай, заодно сравним, каково это. Если будет легче, но будем так носить всегда. Согласна. Сумка легче, настроение лучше. Улыбаемся и идем на работу с легкой сумкой. Главное, не забыть самое нужное. Привет, Илья. Как твои дела? Привет, Ольга, все хорошо, а у тебя? У меня тоже все хорошо. Можно спросить тебя кое-что? Конечно, спрашивай. Ты часто забываешь отвечать на сообщения? Да, бывает, иногда читаю и сразу забываю ответить. Потом вспоминаю только через пару дней. У меня та же проблема. Мне часто пишут в мессенджерах. Я вижу сообщение, думаю, отвечу позже. И, конечно, забываю. Особенно если занят на работе или готовлю ужин. Или когда иду по улице. А друзьям это не всегда нравится. Моя подруга Марина иногда обижается из-за этого. Моя сестра тоже. Она пишет мне каждый день. Я стараюсь ставить напоминания на телефоне. Это хорошая идея. Я никогда так не делал. Можно добавить важные чаты в избранное. А я иногда пишу себе заметки, чтобы не забыть. А как часто ты проверяешь сообщения за день? Наверное, раз 5-6. Я тоже несколько раз, но все равно забываю ответить. У меня бывает, отвечаю в голове, а не в телефоне. Да, я тоже разговариваю мысленно, а человек ждет. Иногда думаю, что уже ответил, оказалось нет. А потом становится неудобно. Хорошо, что мы понимаем друг друга.
Конечно. Главное — напоминать себе отвечать друзьям. Согласен. Может быть, стоит меньше отвлекаться? Наверное. Попробую сразу отвечать, когда вижу сообщение. Я тоже попробую. Спасибо за совет, Ольга. И тебе спасибо, Илья. Было приятно поговорить. Привет, Аня. Как твои дела после работы? Привет, Дима. Все хорошо, немного устала. Ты занимаешься спортом после работы? Да, стараюсь ходить в спортзал 3 раза в неделю. Здорово. А что мотивирует тебя заниматься? Я хочу оставаться здоровой и в хорошей форме. Спорт помогает мне расслабиться после долгого дня. Я тоже так думаю. Мне помогает бег по вечерам. Ты бегаешь на улице или дома на дорожке? Чаще на улице. Мне нравится свежий воздух. А зимой ты продолжаешь бегать? Иногда, но бывает слишком холодно в Москве. Я зимой больше занимаюсь йогой дома. Йога — это интересно. Сложно ли начать? Нет, совсем не сложно. Есть много видео в интернете. Можно заниматься даже 20 минут в день. Может быть, попробую тоже. Мне хочется быть в тонусе. Попробуй, это правда помогает чувствовать себя лучше. А как ты находишь силы после тяжелого дня? Я думаю о результате и хорошем настроении после тренировки. Иногда мне лень, но потом я всегда рада, что пошла. Понимаю. Я часто устаю и хочу просто отдохнуть. Можно начать с малого, просто легкая зарядка дома. Да, это хорошая идея. Главное — регулярность. Правильно, даже маленькие шаги приносят пользу. А ты слушаешь музыку, когда занимаешься спортом? Да, музыка добавляет энергии и поднимает настроение. Я иногда слушаю подкасты во время пробежки. О, интересно, какие подкасты тебе нравятся? О спорте и путешествиях. Узнаю много нового. Классно, я попробую тоже слушать что-нибудь новое. Спасибо за разговор, Аня. Ты меня вдохновила. Спасибо тебе, Дима. Удачи на тренировках.